находимся в музее внеземного вещества Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Это единственный в России музей, специально посвященный космическому веществу. Он находится в нашем институте, поскольку здесь ведутся исследования космического вещества на протяжении десятилетий. Это экспертная организация. В этом институте находится самая большая в России коллекция метеоритов. Здесь находится весь лунный грунт, доставленный автоматическими станциями Луна. И еще экспозиция у нас дополнена приборами, созданными одной из лабораторий нашего института совместно с космическими фирмами. Это история исследования планет Марса, Венеры, Луны за 30 лет в приборах. Все образцы, которые здесь представлены, являются натуральными природными образцами. И вот вы можете видеть на подиуме достаточно крупные метеориты и более мелкие витрины. В экспозиции имеются еще картины очевидцев, поскольку снять падение метеорита невозможно практически, подготовиться к этому явлению, это происходит неожиданно. И мы представляем такие самые симпатичные рисунки очевидцев, чтобы увидеть, как это происходит. Перед вами самые красивые метеориты нашей коллекции. Вот на подставках представлены правильные, идеальные, можно сказать, аэродинамической формы метеориты. Это каменный метеорит Каракол, правильный такой конус. Вот менее совершенный конус Николаевка, тоже каменный метеорит. И железный метеорит Репеев хутор. Это перед вами дождь, метеоритный дождь, Первомайский поселок, выпавший во Владимирской области в 1933 году. Вот это один из старейших метеоритов коллекции, метеорит Тимохина, один из первых метеоритов такой необычной формы, обломочной. И вот дилетантам он напоминает кристалл, но это очень мелкозернистая поликристаллическая порода. И вот такой забавной формы метеорит. Самые знаменитые метеориты и самые крупные российские — это вот перед вами Тихоокеанский метеорит, его экземпляр, это железный метеоритный дождь. И у нас имеется картина художника Петра Медведева, который стал очевидцем этого знаменитого падения. Ничего не подозревая, художник вышел рисовать зимний пейзаж. Это было в 1947 году, 12 февраля. И вдруг на его глазах происходит падение крупнейшего метеорита в истории человечества. Ну, по крайней мере, за последние 250 лет это самое грандиозное падение, которое наблюдалось в полете. Этот метеорит наблюдали человек 400-500 с разных точек. Был очень яркий болид, который был виден на расстоянии десятков и сотен километров. Очевидцы отмечали дробление метеорита, то есть из этого яркого огненного шара сыпались искры. Дымовой след свидетельствует о достаточно крупном падении, то есть это достаточно большая масса, которая долетела до Земли. Общая масса оценивается метеоритом выбывшего вещества в 100 тонн. С этим метеоритом связаны все явления, сопровождающие крупное падение метеорита. Он очень интенсивно дробился, это крупнейший метеоритный дождь, десятки тысяч отдельных кусков выпало на Землю. Крупные массы этого метеорита не погасили космическую скорость и врезались в довольно прочный скальный грунт, образовали кратеры воронки. Больше 100 воронок диаметром больше метра найдено на местности. Самый крупный кратер диаметром 26 метров, глубина его 6 метров.
Обломки деревьев находили в километре от этого места. То есть падение крупного метеорита – это явление катастрофическое. Сопровождается это падение еще различными звуковыми явлениями, напоминающими удар грома или артиллерийскую канонаду, шипящими, свистящими звуками. Вот такое грандиозное падение на нашей территории. Очень большой разброс по массам отдельных экземпляров. Ну вот те, что перед вами, это 65 килограмм, 55 килограмм и 90 на тумбе. В витрине мы посмотрим более мелкие экземпляры, вплоть до миллиграмм микрометеориты, они в хвосте эллипсоросения. Самая крупная масса этого метеорита, целый кусок, весит тонн 700. Он находится в другой нашей экспозиции в Минералогическом музее имени Ферсмана. Вот такое грандиозное падение, которое продемонстрировало практически на глазах человечества образование метеоритных кратеров и вот такой интересный метеоритный дождь. Эллипсоросение, разброс отдельных кусков на местности составляет 12 километров на 2 в среднем. Второе грандиозное падение на территории России – это метеорит Царев. Он упал под Волгоградом, в Волгоградской области, по-видимому, в 1922 году. Больше 80 кусков таких найдено на полях под Волгоградом. Падение это, возможно, наблюдалось людьми, даже из других губерний. Было ясно, что это упал крупнейший метеорит, но так случилось, что метеорит сразу не был найден. И обнаружили его 50 лет спустя, когда распахивали степь, и вот эти камни попадались, мешали пахать, и их даже использовали в народном хозяйстве, клали в грану, чтобы улучшить процесс пашки. Это тяжелые довольно камни. Общий вес этого метеорита 1,5 тонны. Это каменный метеорит. Вот его имя Царев. Чтобы смотреть экспозицию, надо, наверное, оговорить терминологию, которая у нас принята. Метеориты все получают собственные имена. Это обязательно географическое название. Чаще всего это ближайший населенный пункт. Иначе их на Земле трудно было бы различать. Все метеориты найдены, регистрируются специальным международным обществом, в котором есть номенклатурный комитет, и все сведения о конкретном метеорите очень краткие сообщаются туда, и номенклатурная комиссия утверждает. Вот так получает метеорит статус, и его утверждается имя. Метеориты делятся на падение и находки. Падение – это когда есть очевидцы, и метеорит был сразу, либо наблюдался в полете, либо был просто подобран сразу и попал в коллекции или какие-то еще музеи известные. Тогда дается, насколько это возможно восстановить, точно дата и время. Это очень важные все сведения о метеоритах. Если метеорит был случайно найден, то обычно сообщается только год находки. Метеориты по веществу делятся на 3 главных типа. Это железный, как сихоталинский метеорит, который представляет собой самородное никелистое железо. Примесь никеля не меньше 6%, это характерный признак метеоритного металла. Другой тип – это каменный, как вот Царев метеорит. Эти метеориты, имеют состав, ну, примерно базальта, породы, которая встречается очень распространена в земной коре. Но отличаются от горных пород эти метеориты тем, что в них есть включение самородного металла, самородного железа. И это отличает их от горных пород. Из-за этого метеориты, которые лежат долго на Земле,
и потом их впоследствии находят, они приобретают вот такой бурый оттенок, поскольку метеоритный металл неотвратимо окисляется в земных условиях. Третий тип из этих главных – это железокаменные метеориты, в которых половина силиката, половина металла по объему. Представительность их называют железокаменные. Представительность этих, или правильно сказать, частота встречаемости этих типов очень разная. Если железных метеоритов на Земле обнаружено при падениях порядка 3,5%, железокаменных 1,5 примерно процента, то каменных практически 96%. Статистика находок немножко другая, поскольку железные метеориты более прочный материал, и они лучше сохраняются в земных условиях на поверхности. Каменные, более хрупкие метеориты, они быстрее разрушаются со временем. И вот статистика, по крайней мере, старых железных находок, ну, порядка 40% железокаменных метеоритов, ну, порядка 3%, может 5%. Перед вами самые красивые метеориты нашей коллекции, и вот именно так, почему они выделены, это метеориты, которые были сразу подобраны после падения. Это вот как раз типичный вид падений. Они покрыты слоем расплава, который называется короплавление. Он очень тонкий, всего миллиметр толщиной. Слой переплавленного вещества, пока метеорит летел в воздухе. Перед вами на подставках каракул знаменитый. Обычно снимок его приводят в энциклопедии. Очень правильный конус, это правильная аэродинамическая форма. Когда метеорит летит сквозь атмосферу, а время пролета занимает всего 5 секунд, он теряет очень большую долю массы, то есть от 80 до 99% массы теряется при пролете. И вот если тело летит не дробясь, хотя многие метеориты дробятся, это очень характерно для них, и тогда называют метеоритный дождь, когда выпало несколько экземпляров. Так вот, если метеориты не дробятся, как вот Каракол или Николаевка, а летят в каком-то фиксированном положении и не кувыркаются при пролете, то процесс абляции, это плавление и сдувание, создает вот эту идеальную коническую форму. Такие метеориты иногда вот встречаются в коллекциях. А вот перед вами Репеев хутор, железный метеорит, он напоминает буквально головку снаряда или ракеты. Существует два очень распространенных заблуждения среди широких слоев населения. Вот когда человек видит яркий болид на местности, это производит неизгладимое впечатление. По оценке, человек может увидеть за свою жизнь 1-2 ярких болида. И это, конечно, не забывается. Но впечатление такое, что вот куда-то тело упало недалеко, пролетев там, может, метров 500, там, 700 вперед, и человек, наблюдающий болид, воодушевляется, бежит на то место, куда бы могло упасть тело, раскапывает какую-то ямку, приносит нам камень, клянется, что он видел падение метеорита, но приносит он не метеорит. Вот эта иллюзия, она вот распространена у наблюдателей таких случайных болидов. Кажется, что тело упало недалеко. Но на самом деле свечение тела видится на большом очень расстоянии, поскольку область свечения намного больше, чем само тело. И метеорит падает от наблюдателя в 20-30 километрах. И человек практически не может найти этот метеорит. Потому что метеорит может быть очень маленький, но размером с кулак. И на местности обнаружить его очень трудно. Другое заблуждение. Многие люди
представляют, что тело, влетевшее в атмосферу, в плотный слой атмосферы, начавшееся плавиться, должно быть, пролетев сквозь атмосферу, должно выглядеть как пемза или шлак, вспененное такое вещество с порами. Хотя на самом деле это не происходит. И вот почему. Тело летит с космической скоростью, это в среднем 15 км в секунду. И слой расплава, который на нем возникает мгновенно, сдувается. Вот дымовой след за крупным метеоритом, за крупным болидом, это как раз сдутый расплав с поверхности метеорита, который конденсируется в виде небольших шариков микроскопических. И эти шарики постепенно оседают на Землю. Так вот, внутрь тело не прогревается. Кроме того, оно еще тормозится. Атмосферы, вот такие тела, которые порождают метеориты, сравнительно небольшие, они эффективно тормозятся и где-то на высоте 5-10 километров практически останавливаются, тело перестает при этом светиться. И дальше, если сначала траектория была наклонной у движущегося тела, то из этой точки задержки тело падает со скоростью свободного падения, как тело, просто брошенное с самолета. И пока оно летит, эти последние 10-15 километров, оно успевает остыть. И если очевидец, к ногам которого практически падает метеорит, подбегает и берет его в руки в первые секунды или минуты, тело уже теплое. То есть от расплавленного, раскаленного слоя тело прогревается внутрь всего лишь на 5 мм до 200 градусов. Очень хорошо это видно по железным метеоритам на срезе, поскольку металл теплопроводный и очень быстро перекристаллизовывается. А внутри тело сохраняет температуру в среднем, как на орбите Земли, примерно 0 градусов. Так что с ним в атмосфере Земли практически ничего не происходит. Вещество это уникально, метеоритное, и если бы оно переплавлялось полностью, нам нечем было бы изучать. Метеориты, собственно, уникальные породы Солнечной системы, самые древние, им 4,5 миллиарда лет, и они с момента создания никак не изменялись. Это небольшие тела, которые сохранились вот за такую долгую историю Солнечной системы и не вошли в крупные планеты. Это вещество не вошло в крупные планеты. И оно продолжает выпадать на Землю, когда они приближаются к Земле. Многие наши посетители, приходя к нам в музей, интересуются, как отличить метеорит от неметеорита, поскольку очень многим людям хочется найти метеорит, хотя это практически невероятное событие, это случайность, и, конечно, случайным людям везет. И в этом случае мы проигрываем по сравнению с другими специалистами, которые могут поехать, ну, такие как геологи или биологи, собрать материал себе в природных условиях, изучать его. Мы зависим полностью от случайных людей, то есть от населения страны. И именно они находят новые метеориты. Мы не можем задаться целью и пойти собрать метеорит. Это только вот в известных местах падений можно осуществить сбор какого-то известного метеорита. А так, находка нового метеорита – это случайность. И вот многие люди спрашивают, как отличить. Ну, конечно, отличить метеорит от неметеорита может только специалисты. Это, скорее всего, должен быть геолог, который знает земные горные породы. Но есть несколько внешних признаков, которые может усвоить любой человек. Значит, метеориты тяжелее горных пород, как правило. Это если к ногам человека падает вот такой красивый камень, то как-то люди, даже не знающие, что такое метеорит, и догадываются, что это камень с неба, что это метеорит. А вот если человек просто где-то путешествует или там даже, например, ищет грибы, и вдруг ему попадается такой ржавый, тяжелый бурый камень,
Вот это может быть метеоритом. То есть внешний признак из-за того, что в метеоритах в большинстве есть металл самородный, они приобретают такой вот бурый цвет при лежании на земле. Метеориты тяжелее горных пород, каменные, по крайней мере. Но железные обязательно, поскольку их удельный вес так же, как промышленного металла, 1 грамм, простите, 8 грамм на сантиметр кубический примерно. У каменных метеоритов, если у горных пород средний удельный вес 2,8-3 грамма на сантиметр кубический, то у каменных метеоритов может быть 3,5-3,7. То есть человек, взяв в руки такой ржавый камень, ощущает, что он довольно тяжелый, тяжелее обычных камней. Вот такие признаки. В метеоритах, если есть излом свежеотбитый, обычно не бывает никакой слоистости, не бывает каких-то пор, это очень плотно упакованное вещество. И, конечно, не бывает каких-то органических остатков или остатков живых организмов, как в известняке раковин или еще каких-то скелетов. Вот главные признаки метеоритов именно таковы. Но металл, если он ржавый, то, конечно, от промышленного металла можно отличить только в лаборатории, метеорит это или метеорит, поскольку свойства металла метеоритного очень схожи с промышленным. То есть это удельный вес характерный, но в химическом отношении метеоритный металл отличает от присутствия нескольких процентов никеля. Скорее всего, железные метеориты даже послужили развитию цивилизации, поскольку древние люди, находя вот такой необычный материал, не характерный для горных пород, могли пытаться из них что-то делать, какие-то изделия. Технология производства железа промышленного из руды очень сложный технологический процесс, и человечество должно было дорасти до него. То есть, возможно, находки железных метеоритов в прошлой эпохе послужили развитию технологий. Внешний вид метеоритов, он тоже имеет некий характерный облик, хотя не для всех метеоритов это характерно. Вот вы видите на метеорите Каракол, нашим любимым, такой правильный венчик вмятин и ложбинок. Их называют ригмоглипты, и вот эти ложбинки создаются при пролете сквозь атмосферу завихрением атмосферных струй. Это некий характерный рельеф, хотя бывает и с гладкой поверхностью метеориты. Это когда метеорит, по-видимому, летит, вращаясь вокруг оси определенной. Вот тогда не образуется ригмоглиптовый рельеф. Очень эффектные ригмоглипты на сихоталецких образцах. И вот вы видите, они напоминают отпечатки гигантских пальцев на глине. Была замечена такая закономерность, что размер вот этих ригмоглиптов пропорционально размеру тела. И у нас есть уникальный образец, который является выкладком с поверхности более крупного тела. Вот эта поверхность верхняя, она представляет ригмоглиптовый рельеф очень крупного масштаба, вот размером почти с ладони тех вмятины. А нижняя поверхность покрыта более мелким ригмоглиптовым рельефом. Это специально промерялся, этот факт был обнаружен на как раз сихоталецких метеоритах, экземпляров которых очень много. В витринах у нас есть мелкие образцы метеоритов, и они расположены в определенном порядке. Это как раз витрина с историческими метеоритами, и они разложены так, чтобы еще вот правая часть витрины – это метеориты свежие падения, то есть те, которые были сразу подобраны после падения и попали в коллекции, а левая часть витрины – это метеориты-находки, которые лежали на земле
и были найдены уже годы спустя. Вот специально так разложены метеориты для того, чтобы видеть, как меняются метеориты при нахождении на Земле. Наша атмосфера довольно агрессивна для них, и метеоритный металл неотвратимо превращается в окислы даже в музейных условиях. Это большая проблема, как защитить метеоритный металл. Древнейшие метеориты, они уже, так сказать, могли даже исчезнуть с лица Земли, превратившись просто в ржавчину. Типичный вид свежего метеорита, вот вы видите, это метеорит Кагарлык. У него тончайший на поверхности слой расплава черного матового, который застыл после пролета в атмосфере. И вот такая внутренняя часть светло-серого цвета, очень мелкозернистая, плотно упакованная порода. Вот большинство метеоритов однотипных выглядит именно так. Это каменные метеориты. Но здесь надо сказать об исторических находках. Вот перед вами кусочки, два небольших кусочка знаменитого палласового железа, который положил основу коллекции. Эта глыба была найдена в Сибири в 1749 году, и обратила она на себя внимание, поскольку здесь было очень много металла. Эту глыбу вывезли из тайги, и она сохранялась в подворье. И когда академик Паллас путешествовал по Сибири, его вниманием была представлена вот эта необычная глыба, и он, как некую диковинку, вывез ее в Санкт-Петербург. Это единственный метеорит, который получил название по имени человека, академика Палласа, и теперь этот тип метеорита во всем мире называется палласиты, по нашему палласовому железу. Это историческая находка. Вообще этот метеорит занимает целую огромную витрину, он был распилен, сначала он был помещен в kunstkammer, а потом распилен на две половины, и он занимает целую такую витрину, две вот горбушки этого метеорита. А это небольшие куски, видите, при полированной поверхности, это просто обломок. Вещество очень неоднородное в метеоритах этого типа, вот как раз в палласитах это железокаменные метеориты. Видите, силикатная часть, темные включения, и светлое, то, что блестит, это металл. А на этом образце, на обломке, кажется, что это губка металла, но это плотно упакованное вещество, поскольку силикат оливин минерал хрупкий, он высыпается при таком грубом воздействии на такой тип метеорита. Это вот основа коллекции. Здесь еще представлены исторические падения, которые произошли на рубеже 18-19 веков. Знаменитый метеорит Легль, буквально 2-3 тысячи таких камней сыпалось почти на голову очевидцев. Это произошло во Франции в 1803 году. Знаменитое падение Вестон в Америке, которое тоже хорошо наблюдалось. Еще раньше метеорит Жигайловка тоже наблюдался многими очевидцами, падение на Украине. Вот эти три падения знаменитых и находка палласового железа практически изменили мировоззрение людей. Дело в том, что в средние века даже научное мировоззрение было таково, что не верили очевидцам, которые наблюдали падение метеоритов или находили метеориты. Считалось, что это очевидцы врут, и камни падать с неба не могут. Но вот находка палласового железа и падение этих знаменитых метеоритов на глазах многих очевидцев фактически изменили мировоззрение людей. Уже нельзя было отрицать падение камней с неба, и вот эти камни, на них делались первые, на эти метеориты, на них делались первые химические анализы для того, чтобы узнать, из чего же состоят эти необыкновенные тела. И с рубежа 18-19 века начался сознательный сбор, изучение метеоритов как вот
космических пришельцев на Землю. Здесь есть еще забавные случаи. Вот метеорит Бородино. Упал он накануне Бородинской битвы. В этом году будет юбилей как раз Бородинского сражения. Он упал в расположении российских войск, когда они были в ночь построены перед битвой. Подобрал его часовой и отдал командиру. Командир побоялся кому-либо сообщить о таком необычном явлении, как падение метеорита, утаил этот факт, потому что боялся, что это будет расценено как плохое предзнаменование перед битвой. И, к сожалению, этот метеорит почти на протяжении 100 лет сохранялся в имении этого человека, пока попал к коллекционерам в руки. Знаменитое падение, последнее крупнейшее падение в России, это метеорит Стерлитамак. Вы видите на картинке кратер, который был образован. Это яма получилась 10 метров в поперечнике, и метеорит ушел на глубину 10 метров. Это железный метеорит, осколки, вы увидите рваные такие небольшие осколки, которые были выброшены во время падения из кратера. А вообще под Уфой наблюдался болид. Метеорит упал на поле в 2 километрах от деревни. В деревне от ударной волны вылетали стекла. Вообще люди местные перепугались, думали, началась война. То есть падение крупнейшего метеорита – это равносильно бомбометанию. Довольно страшное явление, хотя природное, красивое, может быть, и для природы достаточно обычное. Метеорит, к сожалению, не был извлечен из кратера, поскольку вот то, что вы видите на снимке, это первые дни после падения. Через несколько дней эту яму залило водой, поскольку метеорит пробил водоносный слой, и теперь там озеро на этом месте, метров, может быть, 50 в поперечнике, в котором можно купаться, а метеорит лежит на своей глубине, поскольку очень дорого его доставать, и нужно одну шахту вырыть, чтобы отвести воду, а другую, чтобы достать метеорит. Никто не хочет на это тратиться. Ну, здесь у нас еще на витрине есть один из маленьких метеоритов. Если Сихотаринский самый большой, который наблюдали при падении, есть по массе еще больше Сихотаринского метеорита. Это самый крупный целый кусок, это Гоба в Африке, весит он 60 тонн, и он находится на своем месте падения. То вот перед вами метеорит Кутаис, хотя бывает еще меньше, вплоть до грамма или 2 граммов. Это контрастно, когда на лед или на снег падает тело, или просто рядом с человеком. И вот с Кутаисом связана такая история, когда 2 женщины шли утром на работу в 8 утра в поселке Кутаис Краснодарского края, остановились, разговорились, должны были разойтись в разные стороны. И вдруг рядом просвистел камень, упал в нескольких метрах от них. Они подняли, оказался метеорит, и даже вот примерно конической формы. Всего 23 грамма был его начальный вес. Они передали учительнице в этом поселке по астрономии в местной школе, и так вот он попал к нам. Бывают еще и даже дожди, более мелкие, когда там по полсантиметра несколько экземпляров выпадает. Но это если сразу они были подобраны. Один из старейших метеоритов, который сохранился, потому что многие метеориты были утрачены, найденные и подняты в прошлом, это Энзесхейм. Он упал на глазах очень многих очевидцев во Франции в 1492 году. Его даже приковали цепями к церкви, чтобы обратно на небо не улетел. Вот таково было средневековое сознание людей. Очень знаменитый метеорит, и в исторических хрониках церковных очень много свидетельств, рисунков и описаний очевидцев. Еще такой забавный случай. Вот метеорит попал, пробил багажник машины. Это знаменитый метеорит Пикскилл, который упал в Америке.
Хозяйка машины прославилась, ей заплатили страховку, 12-килограммовый метеорит пробил насквозь багажник машины, которая была припаркована около дома. Вот такой забавный сюжет. Но этот еще метеорит знаменит тем, что его удалось снять в полете, что случалось с метеоритами очень редко, несмотря на то, что были предприняты очень много усилий, созданы болидные сети. Тем не менее, всего за всю историю, так скажем, развитой фотографии, когда была возможность снимать метеориты в полете, было снято всего 5 метеоритов. И вот один из них Пикскил. Он снят был во время футбольного матча. Это документированное, хорошо документированное падение, поскольку он был снят из разных городов. И вот такая съемка имеется. Видеосъемку. В левой части витрины у нас показано, как меняются метеориты на глазах. Это очень важно представлять, поскольку все-таки большинство метеоритов находят очень многие годы спустя, они являются находками. И вот они так выглядят. Вот перед вами неплохой сохранности находка, метеорит Ивановка. Его нашли школьники Татарстана на поле. И очень часто сейчас каменные метеориты находят на полях, там обычно нет других камней, и в процессе вспашки систематической, по-видимому, они выступают из почвы. Через год нашли эти же люди второй экземпляр этого метеорита. Ну вот правее такой плохой сохранности находка. Здесь уже такой метеорит трудно отличить от камней. Это археологическая находка. Археологи, раскапывая курган, обнаружили пирамидку, сложенную из камней. И только один камень в этой специально сложной пирамиде был метеоритом. Вот метеорит знаменитый Бердянск. Он уже попорчен, такой вид у него невзрачный, он очень темный, но тем не менее метеорит, хотя отличить уже может только специалист. Вот знаменитое падение метеорита Хмелевка. Это довольно прискорбная история, которая произошла с метеоритом. Наблюдался очень яркий болид в Омской области. Через некоторое время крестьяне косили луг и вот буквально напарывались косами вот на такие камни. Они их поднимали, разбивали, пытались что-то их как-то первобытным способом исследовать. И когда приехала экспедиция, метеорита не нашли. Его искали 8 лет. И только 8 лет спустя один экземпляр сохранился, и был он обнаружен в избе у крестьянина в качестве гнета бочки с квашеной капустой. Вот он от этого поржавел. Это довольно варварское обращение с метеоритом, но это все, что осталось от довольно такого метеоритного дождя внушительного. Перед вами вот еще более измененная поверхность метеорита. Это метеорит Бахардорг из Туркмении, из пустыни. Вы видите наросты, нашлепки окислов железа. Это уже вторичные минералы, которые вырастают на метеорите и обезображивая поверхность, изменяя его состав внутренний, благодаря реакции с атмосферой Земли. Вот так меняется поверхность метеорита. Во многих метеоритах каменных, вот как в этом метеорите из пустыни, вы видите очень много металла. Все, что блестит на поверхности распила, это металл. И при поверхностной части он исчезает, превращаясь в окисло железа. Еще более интересные находки, вот это одна из первых находок в Антарктиде, 1961 год, метеорит Лазарев, железный метеорит, назван по нашей станции Лазаревская. А вот интересная находка, метеорит Клиппертон, он поднят с дна Тихого океана. Российские морские геологи тралом собирали со
на камни с глубины 5000 метров поднимали и вот подцепили этот метеорит. Хотя на долю океана приходится большая часть падений, поскольку большая площадь, то вот никто не догадывался там искать. И вот такая случайная находка, еще есть такие случаи сейчас, позволила поднять с дна океана метеорит. И он внутри даже неплохо сохранился, хотя с поверхности он превращен в окислое железо. Вообще на всех континентах Земли было найдено порядка 2000 метеоритов. Но в последние 30 лет примерно были обнаружены два естественных коллектора метеоритов. Это льды Антарктиды и пустыни Африки, где метеориты собирают буквально тысячами. В этих естественных коллекторах метеориты, упав, однажды неплохо сохраняются на протяжении столетий и даже тысячелетий. В Антарктиде они вморожены в лед, а в Африке их находят на высокогорных плато, и там, где идет все время выдувание, то есть дует постоянно ветер, порода, вмещающая довольно мягкая, напоминающая известняк, вот такого светлого цвета. И они, выступая из породы, этой довольно контрастно видны. И вот перед вами как раз находки из пустынь. За счет этих двух естественных коллекторов последние порядка 30 лет найдено на Земле 23 тысячи метеоритов. И это очень важный фактор такого массового сбора метеоритов, поскольку среди этих многочисленных находок попадаются очень редкие типы, которые раньше не были известны, и среди этих находок обнаружены метеориты, являющиеся обломками пород Луны, и метеориты, которые сейчас называют марсианские или марсианской группы. Следующая витрина наша показывает один из самых распространенных типов метеоритов. Это каменные метеориты. И если мы говорили о том, что каменных большинство, при падениях наблюдается 96%, то каменные метеориты, вот эта многочисленная группа, разделяется на две крупных подгруппы, которые имеют такие названия. Вот то, что перед вами находится, эти метеориты называются хондриты. Такой забавный термин от греческого хондрос, что значит зерно. И вот перед вами препарат, сделанный из метеорита. Вот эти хондры или зерна по-гречески выделены были из метеорита. И метеориты могут обладать очень разными механическими свойствами, от очень прочных, каменные метеориты, до весьма хрупких, как вот этот метеорит Еленовка. И вот вы видите лунку от хондры. Здесь в препарате как раз представлены довольно крупные хондры. Они могут быть до нескольких миллиметров, даже до сантиметра. Но типичный размер хондр, который слагают основу породы, это все-таки доля миллиметра. Вот другой метеорит с очень контрастной, ярко выраженной хондритовой структурой. Это метеорит Маныч с российской территории. Здесь на распиле очень хорошо видно вот эти круглые силикатные образования хондры. Хондры считаются первичными конденсатами протопланетного облака. Это первые образования, которые были созданы в Солнечной системе, когда еще не было крупных планет, были только газ и пыль. И вот эти хондры сконденсировали, вещество хондр сконденсировалось, потом оно было как-то консолидировано, образовало вот эту породу хондрит. Это вот первозданная порода Солнечной системы, самая древняя и никак не измененная. Ей 4,5 миллиарда лет.
И вот в витрине как раз вы видите вся классификация обыкновенных хондритов. Вы видите, что есть некоторые различия, как в этом ряду. Здесь много металла на распилах, все, что блестит, это самородное никелистое железо. Эта группа, здесь меньше металла, а вот в этой еще меньше. Дальний ряд – это хондриты, в которых хондры очень контрастно, хорошо видны. Это третий петрологический тип, так называемый. А более нижние ряды, здесь хондры видны совсем плохо или вообще уже не видны. Это разная структура этого типа метеоритов. В левой части показаны углистые хондриты. Знаменитый метеорит Аленды, которого в Мексике выпало 2 тонны. Там очень благоприятные условия для сбора метеорита. Его очень быстро собрали. И это уникальное вещество, которое дало колоссальный всплеск исследований, потому что был запас вещества. Вот эти углистые, так называемые хондриты, термин неправильный, правильно называется углеродистые, но уже его теперь никто не меняет. Они бывают угольно-черного цвета. Знамениты эти метеориты тем, что в них есть органическое вещество довольно сложного состава, примерно до 350 абсолютных единиц массы, довольно сложные по структуре соединения и с разными примесями, но изучать это вещество очень трудно, поскольку запас его небольшой. Эти метеориты интенсивно разрушаются при пролете в атмосферу, и масса их в коллекциях очень невелики. А для того, чтобы исследовать сложное органическое вещество, входящее в эти метеориты, нужно истратить очень большую часть этого метеорита, и это не всегда делается. Интересно, но по углероду, по содержанию углерода здесь содержание углерода в этих метеоритах достигает 2,5–3,5% максимально. Эти метеориты интересны еще тем, что в них есть связанная в структуре силикатов вода в виде группы H или молекулы H2O. И вот в таких совсем черных метеоритах, вот знаменитый метеорит Мегея, CM, дал название типу наш российский метеорит, Марчесон из Австралии, и самое максимальное содержание может быть органики и воды в метеорите Аргей из Франции. Это уже другой подтип этих метеоритов. Вот если полностью выделить воду из таких метеоритов, можно выделить почти до 20 массовых процентов. Это очень большое содержание воды, и находится она в так называемых слоистых силикатах в этом веществе. Эти метеориты почти не содержат металла, поэтому они довольно хрупкие и непрочные. Из-за того, что они содержат органическое вещество, которое является абиогенного происхождения, никаких признаков жизни в метеоритах пока что не обнаружено достоверных. Такие метеориты нежелательно брать руками, поскольку можно внести контаминацию от жизни на Земле. Дело в том, что вот эти органические соединения, которые входят в состав этих метеоритов, среди них, вернее, правильно сказать, наблюдаются даже аминокислоты. Вот такие интересные метеориты. Если бы запас такого вещества в образовании планеты Земля был велик, то есть такого вещества бы нападало на Землю очень много, то это идеальный субстрат для зарождения жизни. Уже готовая органика сложного состава и вода. Достаточно только благоприятных условий. Но проблема происхождения жизни – это очень такая большая проблема, еще пока не решенная. Поэтому вот к этим метеоритам интерес велик, но исследовать их очень трудно, поскольку запас такого вещества очень мал на Земле. Чем еще интересны эти метеориты, углистые хондриты? В среднем их состав по очень многим элементам, не только по главным. Главными элементами являются кремний,
кислород, железо и магний. Вот 4 главных элемента. Но даже по всем элементам примесям, ну, если взять порядка 70 элементов, то вот этот средний состав идеально отвечает спектру фотосферы Солнца. Поэтому этот состав, соотношение элементов, называют космической распространенностью вещества. И с этим составом сравниваются все другие составы. Естественно, что спектр фотосферы Солнца включает еще большое количество летучих, из которых состоит Солнце. Это гелий, водород, кислород, углерод, азот и сера. Если вот эти летучие элементы исключить из рассмотрения, то набор всех остальных элементов, их 7 десятков, идеально отвечает среднему составу хондритов. Это вот космическая распространенность элементов. Существуют еще такие геологические представления. Вот если взять обыкновенные хондриты, и вы видите, что в них довольно много металла, в некоторых, то можно себе представить, что в недрах какой-то планеты такое вещество будет переплавлено, и в поле силы тяжести железо можно отогнать, допустим, в ядро такой планеты. Оболочка на такой планете или кора будет состоять из другого типа каменных метеоритов, которые мы дальше посмотрим. Их называют ахондриты. А промежуточная часть между ядром и корой такой планеты будет представлена смесью металла и силиката, чему отвечают железокаменные метеориты. Вот такие представления имеются, но это вопрос исследования, было ли так на самом деле. Поэтому по-другому еще каменные метеориты называют, хондриты называют не дифференцируемым веществом Солнечной системы, как бы первозданным. И, кстати, сказать, а другие типы метеоритов, даже главные, железные, железокаменные и каменные метеориты хондриты, их называют дифференцированным веществом Солнечной системы. Дело в том, что таких пород, как хондриты, на Земле, аналогов таких пород нет. Это уникальная порода Солнечной системы, и вот на Земле таких пород неизвестно. Практически до сих пор непонятно, как эти хондриты произошли. То есть это некая загадка природы образования вот такого типа породы. Дальше у нас показано как раз дифференцированные типы метеоритов. И перед вами витрина с железными метеоритами. Правую часть, вы видите, мы представляем благодаря падению на нашей территории такого знаменитого и очень крупного Тихоокеанского метеорита, мы представляем внешний вид железных метеоритов благодаря вот такой обширной коллекции. А левая часть витрины представляет внутреннюю структуру металла, которая сама по себе тоже уникальна и тоже загадочна. Ну, внешний вид метеорита. Вот перед вами образцы и мелкие Тихоокеанского метеорита, и крупнее. Вот метеорит, экземпляр с трещиной, даже не с одной. Вот так идет фрагментация. Мы специально этот образец представили, чтобы представлять, как идет фрагментация при пролете через атмосферу. Метеорит испытывает одноосное сжатие, как если бы его раздавливали перед прессом, поскольку воздух сопротивляется, а у метеорита очень большая скорость, это километров в секунду. И вот когда прочность метеорита бывает превосходена таким давлением, наводятся трещины, и потом метеорит разваливается на отдельные куски. И каждый кусок отдельный продолжает лететь, плавясь в атмосфере. И вот перед вами представлены как раз очень сильно оплавленные, такие как сглаженных очертаний, как галька, экземпляры этого метеорита. И это те куски, которые оторвались относительно рано от крупного тела.
Вот здесь показаны в этих собраниях как раз куски метеорита, которые в самый последний момент оторвались от крупного тела, и они почти не оплавлены, очень слабо обработаны атмосферой и покрыты очень мелким ригмоглиптовым рельефом. И сквозь него выступают детали структуры внутренней метеорита. Это буквально торчат монокристаллы железа. И они имеют некие причудливые очертания, и каждому, как понравится, может придумать себе ассоциацию. Здесь показаны даже не самые мелкие. Самые мелкие, вплоть до миллиграмм, есть микрометеориты, найдены в хвосте эллипс-растений. Бывают очень красивые экземпляры, как вот этот конус. Кто хорошо видит, может увидеть застывшие брызги расплава на нем. А бывают вот такие экземпляры забавные, как пуля, вот с фланцем, затек расплава, тоже капля. Или вот шахматный конь, или морской конек, просто забавной формы экземпляр. Это вот все, что мы смотрели, это отдельные куски метеорита, покрытые корой плавления, те, что плавились в атмосфере. И это результат дробления в атмосфере. А вот такие рваные в правой части витрины под стенкой, изогнутые, очень сильно деформированные, как осколки снарядов. Это результат дробления атмосферы, дробления метеорита о Землю при ударе. Это крупные массы размером больше тонны, не погасили полностью космическую скорость и врезались в скальный довольно прочный грунт. Они дробили сами, дробили прочные породы. И вот осколки такого метеорита, таких вот экземпляров мы видим, они сильно деформированы, со штриховкой, то есть это очень такое интенсивное механическое дробление железного метеорита. Железные метеориты довольно прочные по сравнению с каменными. В левой части витрины видно внутреннюю структуру металла. Вот перед вами как раз два образца сихоталинского метеорита. У него очень грубая структура, поэтому он так интенсивно дробился. Просто раскалывать тело проще по границам зерен, кристаллов, чем, например, ломать кристалл. У кристаллов прочность больше, поэтому вот мелкие экземпляры имеют такие забавные очертания. Структура метеорита очень грубая. И вообще вот этот узор красивый, который вы видите, его называют Видманштеттова структура или октаэдритовая. И октаэдритовая потому, что в пространстве вот эти пластинки, которые видно, или балки, как их еще называют, расположены вдоль грани октаэдра. И когда делается разрез через метеорит, получается характерный такой под 60 градусов треугольник, ориентировка этих балок характерная. Вот это как раз октаэдритовая структура. Эта структура проявляется, вот этот правильный геометрический узор, благодаря сочетаниям двух фаз. Если это распад твердого раствора, если охлаждать очень медленно железно-никелевый сплав от температур плавления, то где-то в твердом состоянии распадается на эти две фазы, высоконикелистую и низконикелистую, которые имеют разную кристаллическую решетку. Низконикелистая фаза – это комосит, это как раз вот эти балки или пластинки железа, содержит низконикелистая фаза комосит порядка 6-7% никеля и не больше. Вторая фаза, ее называют тенит, она высоконикелистая, содержит от 20 до 60% никеля. Но вот в этой области метеорита, если поймать блик от лампы, можно увидеть картину наоборот, как бы эти пластинки будут темного цвета, а вдоль них, вдоль границ этих пластинок очень тонкие ленточки, тонкие, ослепительно яркого белого металла. Это как раз фаза тенит. Она очень хорошо видна под микроскопом. Масштаб этой структуры зависит, Видманштеттовой или октаэдритовой, зависит от скорости охлаждения и от валового содержания никеля, от двух независимых величин. Вот в сихоталинском метеорите почти нет высоконикелистой фазы, и эту структуру называют весьма грубоструктурный октаэдрит. А вот этот образец, он даже фактически не создает этой структуры октаэдритовой. И вот все, что вы видите, эти пятна по-разному поржавевшие, это отдельно
отдельные монокристаллы камасита. Поскольку они в пространстве по-разному ориентированы, они по-разному окисляются. Это происходит даже в музейных условиях. Вот неотвратимо метеоритное железо превращается постепенно в окислы. Если в сихоталинском метеорите валовое содержание никеля порядка 6,5%, то вот в таком метеорите эта структура средняя по масштабу, здесь порядка 8%. Вот очень красивые тонкоструктурные октаэдриты. Здесь содержание никеля порядка 10%. И в таком весьма тонкоструктурном октаэдрите содержание никеля порядка 12%. Если метеорит содержит 14% никеля, как вот наш Ченге, то практически эта структура уже не образуется, и структура металла очень тонкозернистая. Она различима вот также отпрепарирована матовая часть метеорита. Первоначально он полируется до зеркального отражения, туда можно посмотреться. А вот эта часть матовая, она как раз показывает внутреннюю структуру металла, она микроскопическая, так же, как в сталях и сплавах. Отдельные кристаллы железа маленькие, они видны только под микроскопом. Поэтому эту структуру практически нельзя создать в лабораторных или в промышленных условиях, в которых плавят сталь и вообще промышленный металл. Дело в том, что чтобы образовались такие кристаллы железа, как вот миллиметровой величины, как здесь, или как в сихоталинском метеорите уже сантиметровой величины, скорость охлаждения по оценке должна быть 1 градус в миллион лет. Такой медленной скорости нельзя достичь не только в промышленных и лабораторных условиях, но даже в недрах каких-то планет, которые можно представить, могли бы содержать такой металл. То есть это некая загадка природы. Непонятно, где такие медленные скорости охлаждения осуществляются. Среди железных метеоритов есть еще забавный тип такой. Вот на картинке показан метеорит Богуславка, вот небольшой кусок от него, вот такая доля метеорита отпилена. Вообще этот метеорит находится в нашей постоянной экспозиции в Минералогическом музее Ферсмана. Высота этого метеорита 1 метр, очень красивый метеорит, и весит он 200 килограмм. Это монокристалл железа. Где такие кристаллы выращивать, пока непонятно. Вот есть такой тип метеоритов, которые представляют крупные кристаллы железа от сантиметров до дециметров, и даже вот в нашей экспозиции до метра, метеорит Богуславка. А падение этого метеорита, вот есть рисунок очевидца, акварели 1916 года. Так наблюдалось это падение метеорита Богуславка на Дальнем Востоке в 1916 году. Вот такие забавные метеориты. На распилах можно видеть еще отдельные минералы, кроме минералов железа, металла, камасит и тенит, о которых мы говорили. Можно видеть фосфит железа, вот такие красивые длинные кристаллы, его называют шлейберзит. И вот в сихоталинском метеорите очень красиво напоминают иероглифы какие-то. Можно видеть вот такие включения округлой формы. Это сульфид железа, троилит. Это очень характерный аксессуарный минерал, минерал-примесь практически во всех типах метеоритов. Более как бы другой порядок, более поздний и тонкий, это плеситовые поля вот в таких темных участках между камаситовыми балками, в треугольниках или в трапециях. Это просто другой масштаб как бы такой же структуры. И бывает, что в этих участках здесь как бы остаточный никель, здесь обычно валовое содержание в этой локальной области никеля выше, и поэтому структура более тонкая получается. Ну и бывают разные конфигурации от идеально правильной, допустим, Видманштеттеновой, до каких-то вот таких гранулярных структур или еще других по виду внешнему. Но в таких вот
нодули, их называют еще троилитовые, есть каймы нередко, и здесь могут быть еще минералы такие, как графит или когенит, это карбид железа. Вот такой набор минералов имеется. Но вообще минеральный состав метеоритов несколько более бедный, чем, например, в земных горных породах минеральный состав. Но на какой-то момент времени, скажем так, для сравнения, если в земных породах было известно 2000 минералов, то на тот же момент времени в метеоритах было открыто 700 минералов. Есть минералы, которые характерны, вернее, которые сначала открывают в метеоритах. Они, конечно, небольшие выделения имеют, крупно их почти практически не видно, потому что минералы с большими содержаниями видны либо на распилах, либо уже известны. А вот эти немногочисленные фазы акцессорные, они нередко характеризуют условия образования породы. И вот нередко, вот впервые эти микроскопические образования открывают в метеоритах. Но, в принципе, этот процесс нивелируется. Какие-то минералы, неизвестные на Земле, открываются позже в земных породах, какие-то раньше в метеоритах, но постепенно и там, и здесь, так сказать, минеральный состав как бы уравнивается по наличию видов минеральных. Следующая витрина посвящена тоже дифференцированным типам метеоритов. Вот эти в правой части называют железокаменные. Здесь половина металла по объему, половина силиката. И вот эта правая часть витрины, это как раз все представлены полоситы, имеющие название, тип получил название по нашему палласовому железу. У них довольно простой минеральный состав. Они состоят из силиката. И силикат этот представлен минералом оливином, силикат железа и магния. И другие минералы представлены в очень ограниченном количестве. И их немного, так называемые акцессорные. А вот этот ряд, это другой тип железокаменных метеоритов. Вы видите очень забавную форму выделения металла. И здесь силикатная часть немножко более сложного состава. Она представлена двумя минералами, железомагнезиальным силикатом пироксеном и кальций-алюминиевым силикатом, который называют полевой шпат или плагиоклаз. Вот такой ряд, это мезосидериты, называются среди железокаменных метеоритов. Очень красивые эффектные распилы, когда они хорошо отпрепарированы, отполированы. И вот иногда очень крупные кристаллы оливина могут быть, и когда делается тонкий срез, то они могут быть даже на просвет показаны прозрачными. Очень часто вот эти полоситы, конечно, вернее, чаще это находки, неизвестно, когда упали. Но у нас на российской территории вот единственное падение полосита – это метеорит Амалон. Он упал на Чукотке. У него очень крупные кристаллы, довольно чистые, почти ювелирные, гигантские, конечно. Для ювелирных изделий лучше это не использовать, это варварство, поскольку уникальное космическое вещество. Но от удара о Землю он вырыл, этот метеорит, небольшую ямку в таком, ну, на склоне таком довольно с малым содержанием рыхлого вещества, почвы, и от этого удара у него оливин весь потрескался, поэтому он очень легко высыпается. Вот, то есть бывает, когда метеорит не погасит космическую скорость, он может либо развалиться от удара о Землю, либо вот хотя бы такой хрупкий силикат в нем потрескается. И это, к сожалению, неотвратимо. Левая часть витрины, здесь показаны каменные метеориты, но если мы сначала смотрели такой уникальный тип
породы, как хондрит, и вот, аналогов, которые на Земле нет, то здесь перед вами так называемые ахондриты. Отрицание означает, что нет хондр в такой породе. И вот эти породы метеоритные, как раз ахондриты, легче сравнивать с планетарным веществом, потому что они напоминают и по составу, по минеральному, по структуре базальты, породы, найденные на всех планетах, которые изучались. Они были известны на Земле. Базальты слагают земную кору под океанами, огромные массивы пород. Базальты были обнаружены на других планетах, к которым посылались космические аппараты, на Луне, на Марсе, на Венере. И вот есть такой тип, самый многочисленный среди ахондритов, тип метеоритов. Их так и называют базальтовые ахондриты. И они состоят в основном из двух минералов главных породообразующих. И вот метеорит червоный кут, тут даже видно без микроскопа. Белый минерал – это полевой шпат или плагиоклаз, силикат кальция, алюминия, а черный минерал – это силикат железа и магния пироксен. И вот этот метеорит как раз не брекчированный, потому что, как правило, базальтовые ахондриты представлены брекчами, то есть это породы, состоящие из обломков других пород, либо однотипных, когда мономиктовые брекчи, либо разнотипных, это полимиктовые брекчи. Вот это перед вами гавардиты класс, которые полимиктовые брекчи, а это вот мономиктовые, и вот этот ветлуга, это как раз однотипные породы в обломках. А цементировано все это мелкообломочным веществом. Среди ахондритов есть и более редкие типы, можно сказать, даже экзотические, как вот эти, почти светло-серого цвета, почти белого. Они состоят из крупных очень кристаллов. И эти кристаллы – это силикат в основном магния, то есть в кристаллической решетке силикатов железо и магний смешиваются от 0 до 100%, довольно свободно. И все метеориты, которые известны, они имеют среднее содержание по соотношению железа и магния. Но есть группа метеоритов, их называют энстатитовые, от энстатита, такого силиката, где содержание железа очень маленькое, поэтому они светлого цвета, вот серого или почти белого. Здесь содержание железа, премии железа, доли, молекулярной доли процента. Эти метеориты интересны своеобразными условиями образования. Эти условия характеризуются очень низкой летучестью кислорода, то есть это крайне восстановительные условия. И если такие элементы в обычных условиях и на Земле, и в других вот типах метеоритов ведут себя, то есть они проявляют свойства и входят, сродство как бы кислороду, и входят как примеси в силикаты, такие элементы, как марганец, титан, хром, то здесь эти элементы образуют самостоятельный кальций, еще эти элементы образуют самостоятельные сульфиды. И вот эти сульфиды, они очень, так сказать, подвергаются земному атмосферному воздействию очень сильно. Например, вот сульфид кальция, КальЦиС, является растворимым минералом в воде, растворимым. Поэтому, прежде чем с метеоритами что-то делать, нужно очень крепко подумать, не испортите ли вы весь объем метеорита, его вещества какими-то неразумными действиями, поскольку при распиловке всегда практически применяется вода для промывки. Так что вот эти метеориты надо особо этого типа беречь и защищать. Они содержат вот эти ахондриты, по крайней мере, мало металла, очень хрупкие, и даже кора плавления
на таких метеоритах, вот как наш метеорит Старой Песьяны, вы видите полупрозрачные и темно-серые, а не черные. Среди ахондритов есть еще тоже экзотическая группа. Вот знаменитый метеорит Новый Рей с российской территории. Это падение в XIX веке произошло. И в конце XIX века химики изучали этот метеорит, делали химический анализ и обнаружили в его составе, в составе этого метеорита алмазы космического происхождения. Они, к сожалению, не так крупны, чтобы их увидеть. Измеряются они первыми нанометрами размера кристаллов, но тем не менее их здесь немало, и они создают проблемы, скажем так, при обработке метеорита, при распиловке или полировке. И вот эти метеориты такого черного цвета. Но углерод может быть и в других формах, не только в виде очень прочного алмаза, но еще и графита, как раз самого непрочного минерала. По этому новому Рею получил название этот тип метеоритов. Все метеориты в мире называются урейлитами, по нашему новому Урею. Есть еще более экзотические группы среди ахондритов. Это лунные метеориты, так называемые. Как раз вот эти два кусочка, они найдены в Антарктиде, два метеорита, вернее. И вот эти куски представляют, и сами метеориты, разные участки лунной поверхности. Есть еще одна экзотическая группа, так называемые СНС или марсианские метеориты. Вот существует такая гипотеза, что это породы, выбитые метеоритной бомбардировки с поверхности Марса. Перед вами лунный грунт. Вот на тумбе как раз здесь двукратное увеличение. Это довольно крупная проба лунного грунта, здесь примерно 6 грамм. Это лунный грунт доставлен станции, автоматической станции Луна-16 в 1970 году. Это первая удачная посадка. Вот место посадки моря изобилия. И было доставлено 105 грамм первый раз лунного грунта. За 3 посадки при автоматическом заборе грунта, который был у нас осуществлен, доставлен 325 грамм лунного грунта. И есть специальная рабочая комната, где этот лунный грунт сохраняется в атмосфере азота и гелия. Ну и здесь в капсуле закрытый, запаянный лунный грунт находится в атмосфере азота. Это пыль с поверхности планеты, тончайшая, можно сказать, пыль, средний размер частицы порядка 70 микрон. Проба никак не изменена, не сепарирована, в первозданном виде, которым она взята, так и сохраняется. И если обычно из такой пробы разобраться под микроскопом, то можно выделить и более крупные частицы в ней могут оказаться, но уже когда она сепарирована, обычно это все идет в исследование, на выставку не дается. На поверхности Луны, на снимке хорошо видно, и даже в хорошую погоду, в полнолуние, это видно даже без бинокля, видны светлые участки лунной поверхности и темные. Темные пятна, условно называемые моря, и светлые участки – это условно называемые материки. Воды там в каких-то больших количествах нет. Отличаются эти части поверхности Луны, материковые и морские, составом пород. Дело в том, что в составе материковых участков очень много белого минерала, так называемого плагиоклаза или полулевого шпата, который называется анартиты, порода называется анартозитами, поэтому
эти породы очень светлые, они отражают много солнечного света и выглядят светлыми участки. А морские породы – это гигантские покровы базальтовой лавы. Сам базальт вот такого мрачного серого цвета, как у нас представлены в пробе. И это просто мелко раздробленная базальт вот, с лунной поверхности. Вообще такой пылью покрыта вся поверхность Луны, и, по крайней мере, верхние, может быть, 5-7 сантиметров. И вот по такой пыли ступала нога, к сожалению, американского астронавта. У нас были автоматические полеты осуществлены, и пробы грунта забирались с помощью сверления буром, и в наших пробах было сохранено стратификация, то есть последовательность напластования от разных выбросов. Лунная поверхность вся покрыта кратерами. Результат – это метеоритные бомбардировки. Есть кратеры по 1000 километров в поперечнике, и вот даже видно на снимке лучи, расходящиеся из кратера, это выбросы из кратера. Материковые участки, они по оценке составляют слой раздробленных пород примерно 5 метров, в морских участках это примерно 3 метра. Это как бы более молодая поверхность. Здесь меньшая численность кратеров в местах вот этих базальтовых лав или морских участков. Вот такой лунный грунт. Значит, любое тело, которое падает на Луну, поскольку там нет атмосферы, будь то песчинка или камушек, или крупный метеорит, или даже целая планета астероид, врезается в поверхность такой планеты безатмосферной с космической скоростью. Это километры в секунду. Происходит не просто дробление самого ударника и мишени, происходит еще и испарение, и плавление и испарение. Это чудовищный по энергетике процесс, который создает вот этот слой раздробленных пород на поверхности безатмосферной планеты. В такой пробе грунта с поверхности безатмосферной планеты самое важное то, что большая часть, 70% в среднем процентов вещества, собственно, этой планеты переработана термически, очень сильно, вплоть до полного переплавления. И только 30% в среднем процентов здесь присутствует обломков, собственно, лунных пород. 70% термически сильно преображено до шлаков и спеков и до полного переплавления в стекла. Это очень надо четко понимать при заборе грунта с таких планет, в отличие от метеоритов, в которых вещество все первозданное. Следующая витрина у нас посвящена природным образцам, но это не метеориты. Это горные породы, измененные колоссальным ударом. Так же, как вот на Луне, но там любое тело, падающее на поверхность планеты, производит чудовищной силы взрыв любого размера тела. На Земле для атмосферы практически, то есть влияние атмосферы не чувствуется на тела, которые поступают на Землю, когда их размер достигает порядка нескольких десятков метров. Вот для таких тел, крупных достаточно, земная атмосфера практически их не тормозит, она проницаема, и такое тело врезается в поверхность Земли с космической скоростью. Само тело дробится, плавится, испаряется, дробит, плавит, испаряет породы. И вот такие породы мы здесь представляем. Это породы Земли, измененные прохождением ударной волны. Ударная волна сверхзвуковая, очень большой мощности, и она меняет вещество. Вот эти породы называются импактитами, от английского импакт – удар.
И они напоминают вулканические породы Земли. И в прошлом, когда вот эти представления не были развиты, геологи нередко округлые структуры на поверхности Земли описывали как вулканические и также интерпретировали. Конечно, вот такой удар, который приходится по Земле, это плоскостная структура, она не глубокая. Вот перед вами такой кратер знаменитый аризонский, очень хорошо выраженный в рельефе, хорошо сохранившийся. Что происходит при таком ударе? Часть пород плавится, часть пород дробится и выбрасывается во время взрыва, насыпает вал. И вот этот кратер, каньон Дьявола, аризонский кратер, и метеорит, который образовал этот кратер, называют каньон Дьявола. Каньон Дьявола. Обломки этого метеорита железного находят и в кратере, и вокруг него. Размер этого кратера километр 200 в поперечнике, глубина порядка 200 метров. Тротил эквивалент взрыва 1,7 мегатонн. Это примерно 7 атомных бомб, взорванных над Хиросимой одновременно. Такие кратеры называют астроблемы, что значит звездные раны. И вот для астроблемы это довольно небольшой кратер, чуть больше километра. Типичный размер астроблемы это все-таки километры и десятки километров. И тротил эквивалент взрыва будет, трудно даже себе представить, это десятки и даже сотни атомных бомб, взорванных одновременно. Горные породы, которые образуются, находятся в таких кратерах, по ним очень четко происходит диагностика. Почему? Все эти представления достаточно сейчас хорошо развиты, к сожалению, благодаря испытаниям атомных бомб. Если в подземной камере взорвать заряд, то весь комплекс изменений с породами будет такой же, как в крупнейших метеоритных кратерах. И вот перед вами полностью переплавленные породы из таких кратеров. Породы, напоминающие вулканические туфы, это породы, состоящие из обломков пород и обломков стекла. Бомбы массивного стекла могут вылетать во время такого взрыва из кратера. И самое забавное, вот часть очень сильно перегретого расплава буквально выплескивается из кратера во время взрыва, застывая на лету в виде капель. И вот эти стекла природные из горных пород, через которые прошла ударная волна, называют тектитами, от греческого слова тектус, что значит плавленый. Они напоминают вот гантельки, это не слившиеся или не разорвавшиеся капли. Падали эти стекла на землю обратно в еще пластичном состоянии, полностью застывшем. Видите, изогнутые какие-то, деформированные капли, вот расплющенные, вот с хвостиком каким-то. Вот стекла природные в форме капель застывших называют тектитами, но бывают и такие бесформенные образования. По составу они отвечают почве. Это стекла очень быстро закаленные, поскольку при таком процессе мгновенного выделения колоссального количества энергии потом идет быстрое охлаждение этого расплава. Они очень хрупкие. Внутри они не черные. Вот у нас есть пластинки, срезы тоненькие. Вот от бурого до зеленого и желтого цвета. Находят эти тектиты на всех континентах. В Индокитае вот такие черные, как вот эти образования. Их называют индошиниты. На Филиппинах круглые часто обнаруживаются стекла, их называют филиппиниды, тектиты. Вот гигантский шар у нас есть, стеклянный филиппинид. Очень светлые стекла силикаласы обнаруживаются в пустынях. И по составу они отвечают почве. И в разных местностях почва имеет разные примеси. Вот в пустыне там в основном СО2 песок, поэтому стекла такие вот светлые, не окрашенные почти. Очень забавные стекла в Австралии.
найдены. Их называют пуговицы. Вот кверх ногами лежит пуговица. Напоминает вот ядро пуговицы. Тупой конус, как конической формы метеорит. И вот и существует гипотеза, а вот фланец отдельно отбитый, существует гипотеза, что такие образования пуговицы во время удара какого-то колоссального были выброшены вообще в космос за пределы Земли, а потом они падали, проходя такое же плавление, как метеориты, сквозь атмосферу. Это воспроизводится в аэродинамическом эксперименте. Довольно, практически с идеальной точностью геометрия этой пуговицы воспроизводится. Насколько, да, еще вот есть очень красивые тектиты из Чехии, бутылочно-зеленого цвета, вот с разной морфологией, либо гладкой, либо вот такой причудливой. Насколько быстрый процесс можно увидеть вот на этих стеклах. Вот полосатые черно-белые стекла, это разного химического состава стекло, не успевает перемешаться, как очень быстро застывает. Поля рассеянных тектитов найдены сами по себе, а как бы кратеры, таких структур кратерных найдено сейчас порядка 150 на Земле или 200, найдены сами по себе. Единственное место, где связано геохимически тектиты, вот эти чешские молдавиты зеленого цвета, они считаются, что они происходят из кратера Рис или Норблинге Рис в Баварии. Вот из него есть эпоктит. В этом кратере находится целый город в долине, целый город, и там облицовка зданий делается как раз из этих эпоктитов. Расстояние до чешских тектитов более 200 километров, то есть во время такого чудовищного взрыва довольно крупные предметы, как эти тектиты, пролетели такие гигантские расстояния. То есть это характеризует силу взрыва. Во время... Да, еще есть один кратер Жеманшин в Казахстане. Вот его вмещающие породы, это кристаллические сланцы. Это единственный кратер на Земле, в котором и рядом с которым найдены тектиты. Вот эти эргезиты, они маленькие, но они рядом с кратером. И вот бомба массивного стекла из этого кратера. Вот эти полосатые стекла, это тоже материал из этого кратера. Если сделать крупное увеличение, то вот эти тектиты, там можно увидеть на их поверхности этих гантелек маленькие пупырышки. Это как раз процесс коалесценции капель, то есть это все характеризует чудовищные по энергетике процессы. Это процесс коалесценции капель, то есть это во время такого взрыва образуется силикатный туман, который начинает конденсироваться, и сливаются вот эти маленькие капельки, совсем крошечные, вот в такие более крупные, которые уже видно визуально. Если кратер имеет в поперечнике размер примерно 5 километров, никаких остатков метеоритного вещества там обнаружить практически невозможно, даже в стеклах, даже по геохимии. То есть это вот энергия такого удара переплавляет, испаряет, все уничтожает остатки метеорита. Самый крупный кратер, обнаруженный на Земле, это кратер имеет диаметр по оценке 200 километров, это Мексиканский залив. Он имеет такую довольно правильную, там полуостров Юкатан, довольно правильную форму полукруга. Самое страшное во время таких взрывов, то есть сам по себе вот образование этого кратера явление плоскостное для поверхности Земли, и реально небольшая относительно площадь, то есть убивает при таком ударе немногих. Но самое страшное то, что такой удар сопровождается очень мощными землетрясениями, которые будут сметать по полконтинента, очень разрушительными. Могут быть вызваны очень мощные цунами, которые тоже будут сметать по полконтинента. И самое страшное явление, которое сопровождает такой взрыв, это как при атомном взрыве выброс тонкодисперсного вещества, как при атомном взрыве гриб. Вот такое распыленное вещество, тонкодисперсное, обломочное, оно растаскивается воздушными струями
атмосферным по всей атмосфере, вся атмосфера замутняется и наступает эффект типа ядерной зимы. Вот это самое опасное для всего живого на Земле явление, которое влечет вымирание живых организмов. Что, вообще говоря, и происходило в прошлой геологической эпохе на Земле. Вот от удара астероида, ну, по оценке размером в 10-20 километров, образовался вот этот Мексиканский залив. Этот астероид упал на мелководье, и от этого взрыва пострадали очень многие живые организмы, включая всеми сейчас любимых динозавров. Этот вид очень многочисленный, многообразный, вымер практически полностью. То есть такие удары, встречи Земли с довольно крупными космическими телами, они могут повлиять на эволюцию живого вещества, живых организмов на Земле, что, по-видимому, в прошлой геологической эпохе и происходило, потому что свидетельства таких явлений на Земле наблюдаются. На нашей память, так сказать, ну, в историческую эпоху, такое явление было одно – это Тунгусская катастрофа. У нас вот есть картина художника, который участвовал в экспедиции в эпицентр падения этого тела. Вот в 1908 году довольно крупное тело вылетело в атмосферу Земли и взорвалось в воздухе. Это было ядро небольшой кометы, по оценке, может быть, 100 метров, сейчас более поздние оценки до 50 метров дают. Это тело ледяное, поскольку кометы это представляют собой замороженные газы и воду с примесью силикатной пыли. Это тело где-то по оценке на высоте 10-15 километров над землей взорвалось. И от этого взрыва образовался, был страшный ожог, была очень яркая вспышка, прежде всего, которую наблюдали в десятках и сотнях километров от этого места. Не наступила ночь, при этом из-за испаренного вещества широкой такой полосой от Сибири, это произошло в Красноярском крае, через весь Урал, исключением были только самые северные и самые южные области, вплоть до Англии. То есть не наступила ночь, были сумерки, можно было читать газету. Это из световых явлений. А на месте, где эпицентр взрыва был произведен вывал деревьев, причем повал, эти все деревья были головами повалены наружу из эпицентра, и пятно вот этого вывала вот на горах видно, прямо как скошенная трава, эти деревья лежат. Пятно этого вывала леса имело очень большой масштаб, 40 километров в диаметре. Такой вывал леса нельзя получить никакими другими явлениями, тем более искусственными созданными. Там был очень сильный лучевой ожог деревьев, вы видите обугленные стволы, сохранившиеся в эпицентре стоящими, а вокруг все было повалено. Сильный ожог. Но сейчас тайга восстановилась, и остатки этих деревьев еще видны. Может быть, это уже последние годы, когда можно наблюдать это. Явление этого взрыва было документировано хорошо, аэрофотосъемка была сделана в 1938 году, но обнаружили это место всего лишь 20 лет спустя. И вот эта катастрофа, она фактически, хотя и очень медленно, изменила мировоззрение людей. То есть сейчас к этому стали серьезно достаточно относиться, тем более с развитием наблюдательной техники. Известны немало целые группы астероидов, которые сближаются с Землей, орбиты, которые входят внутрь орбиты Земли. И существует такой термин «астероидная опасность». И разбудило это сознание человечества именно Тунгусский
русский метеорит, как его сначала называли, поскольку пытались искать метеорит, но ледяное тело практически не может долететь до Земли, и произошел взрыв в воздухе. Остатков вещества, ну, такого достаточно крупного, которого можно подержать, потрогать, не осталось. То есть это вот ядро кометы, которое вторглось в атмосферу Земли. И вот эта катастрофа, она послужила человечеству уроком для того, чтобы готовиться к следующим встречам с космическими посланцами, которые могут быть в ближайшие даже десятилетия. Мы находимся в музее внеземного вещества Геохирам. Мне хотелось бы остановиться на каких-то интересных фактах, связанных с падениями метеоритов, с их находками, с конкретными какими-то образцами. Вот, собственно говоря, перед нами метеорит Первомайский поселок. Он упал в Владимирской области зимой 1933 года, и на нем довольно хорошо отработал Леонид Кулик. Он собрал местное население, и они собрали весьма значительное количество материала, 96 образцов. Это, возможно, единственный застреленный метеорит. Еще по зиме охотники наткнулись на торчащий из снега черный камень, приняли его за хорька и выстрелили. Я не исключаю, что это именно этот образец. Тот образец весил порядка 9 килограмм, и на нем остались следы дроби. Здесь немножечко другая история. 3 образца, выставленных сверху, они показывают, как выглядят ориентированные метеориты. Что значит ориентированный? Это значит, что в процессе падения он не вращался и летел четко одной стороной. В таком случае обгорание происходит очень неравномерно, и получаются вот подобные формы, как, например, визитная карточка нашего музея и, собственно говоря, российской коллекции Академии наук, метеорит Кракол. Замечательный совершенно образец, около 2 килограмм, упавший в свое время в Казахстане. Вот ориентированный, довольно странный метеорит Репеев хутор, это Волгоградская область. Падение 1933 года, это метеорит Челябинск. Небезызвестный, все о нем знают. Экспедиция от Геохирам принимала участие в поиске буквально первых фрагментов. 3-й день после падения мы были уже там и собирали. Очень много мелких фрагментов различных, причем представлены они 2 видами, как обыкновенный хондрит, так и ударный расплав. На данной витрине выставлено довольно много различного материала, но мне бы хотелось остановиться на каких-то конкретных образцах. Вот, например, метеорит Пикскилл. Первый в истории метеорит, который повредил машину. Причем повредил достаточно серьезно. Во время падения он упал на багажник. Здесь представлена даже фотография этой машины. Эта история облетела, естественно, весь мир. Машина была продана. Денег хватило и на новую, и немножечко даже осталось. Метеорит Стерлитамак. Падение 1990 года, когда упал этот метеорит, а он упал, в общем-то, на поле, недалеко от города Стерлитамак, всерьез обсуждалось, что это национальное достояние Башкирии, и, соответственно, стоит много денег, и они уже всерьез подумывали, как бы распорядиться этим богатством, которое свалилось к ним на голову. Тем не менее, это интересный метеорит, причем он образовал кратер порядка 10 метров в диаметре, который впоследствии был раскопан. Получилась яма чуть ли не 25 метров в диаметре. Его не нашли. По факту нашел сын экскаваторщика в отвалах на следующий год. Достаточно знаменитый метеорит Бородино. Перед Бородинским сражением он упал на территорию расположения русских войск. Был поднят, передан командованию, и, в общем-то, все сочли это за благой знак в грядущей битве. Палласово железо, или Красноярск, как его еще называют, знаменитый метеорит, собственно говоря, с которого началась метеоритика в России. Он был обнаружен и описан Палласом. И это первый метеорит, который опознали именно как метеорит.
И он оказался еще и полоситом. В Волгоградской области он проводил некие исследования, он описывал озеро Эльтон, он был там. Там есть город Паласовка. Недалеко от этого города был найден еще один полосит, который получил название Паласовка. Вот, например, образец нашего антарктического метеорита Лазарев. Железный метеорит, найденный одной из экспедиций в Антарктиде. Очень необычная находка – клипертон. Это, наверное, единственный метеорит, который назван не по географическому положению, не по населенному пункту, а по имени судна. Судно Клипертон бросало трал, и в, собственно говоря, донных отложениях, которые он вытянул вместе с тралом, попался кусок метеорита. Метеорит Ченге. Этот метеорит был найден в Тыве. При промывке ручьев старатели начали натыкаться на куски железа довольно непонятной формы. Он был определен как метеорит впоследствии, причем это атоксид с высоким содержанием никеля. Относительно недавно в одной из частных коллекций всплыла статуэтка «Железный Будда» либо «Железный человек». Эта статуэтка в 1938 или 1939 году была конфискована в одном из монастырей Тибета немецкой командой Анненербе, которая собирала артефакты по всему Дальнему Востоку, Индии и так далее. Понятно было, что она, скорее всего, метеоритного происхождения. Ее дали на исследование в Венский музей естественной истории. Был сделан вывод, что данная статуэтка сделана из метеорита Ченге. Это барельеф, сохраняющий половину самого образца, весом около 9 килограмм. Когда он туда попал, как? Датировки статуэтки этой не проводилось. Является она относительно новым образцом или она действительно весьма древняя, и этот метеорит был известен очень давно? История умалчивает. Метеорит Ивановка, хондрит, найденный в Татарстане. Чем знаменит этот камень? Всего было найдено 2 индивидуальных образца на довольно большом расстоянии друг от друга, 4 километра. Но замечательная история его тем, что их нашел один человек с разбросом примерно лет в 10. Первый образец он нашел, будучи еще мальчишкой, а второй, когда он уже стал трактористом и пахал поля достаточно далеко от этого места, и оба камня – это его находка. Какова история, связанная с метеоритом Царев? В 1967 или 1968 году комитет по метеоритам пришло сообщение от тракториста, который говорит: у меня есть около 4 тонн метеоритов. Роман Хотинок собрался и приехал на место. Каково же было его удивление, когда он увидел, что во дворе сложены действительно огромные глыбы метеорита, и это действительно метеорит. Он вызвал грузовик. КНСАС – это тоже падение в Татарстане, ближе к границе с Башкортостаном. Падение 1937 года, которое наделало очень много шума, потому что это действительно крупное было падение с очень большим хлопком. Напугало народ, который был на уборочной. Женщина, которая была на сенокосе, от нее камень упал буквально в паре метров, весом 50 килограмм. Гордость, опять же, коллекции – это Сихотай-Линский метеорит. Огромное совершенно падение, которое оценивается в массу от 50 до 100 тонн выпавшего именно материала. Произошло это, по счастью, в относительно глухой тайге, то есть никого не убило, ничего не повредило. Но, тем не менее, шума, опять же, наделало много. Художник Медведев изобразил очевидец данного падения. Он нарисовал картину. Он фактически нарисовал 2 картины. На одной из картин метеорит падает слева направо, а на другой картине с точно таким же фоном под другим углом. Хотелось бы пару слов, конечно, сказать об американском метеорите каньон Дьябло, небезызвестный аризонский метеоритный кратер. Часто говорят: вот, метеорита нету, а такая дырка, а может быть это взрыв. Нет, это метеорит. И действительно, куски этого метеорита, он большей частью разрушился, и куски этого метеорита разбросаны на огромном совершенно пятаке в радиусе около 10-12 километров
вокруг кратера. И до сих пор их можно найти. История этого метеорита замечательна тем, что был такой Барринджер, кстати, в Америке называют этот кратер Барринджером, сразу определил то, что это метеоритный кратер, но понимания как такового ударно-взрывных процессов не было. И он думал, что на дне кратера лежит основная масса, которая принесет ему кучу денег, потому что это большие, огромные запасы железа, никеля и всего остального. Он пытался бурить. Ну, естественно, при ударно-взрывном событии весь материал разбрасывается вместе с выбросом земли, и практически от него очень мало что остается. Фирма, которую он организовал, естественно, прогорела, но тем не менее эта земля осталась за потомками Барринджера, и до сих пор метеориты там собирать запрещено. Пару слов хотелось бы сказать о Богуславке. Это железный метеорит. Дело в том, что он состоял из двух кусков, и видно четко совершенно, что буквально прямой разлом. Это гексаэдрит, причем грубоструктурный. Фактически это два кристалла. Кристалл один побольше и кристалл один чуть поменьше. Хотелось бы рассказать о полоситах, которые здесь выставлены. Вот, например, Эскуэль. Находка до 1951 года, как написано, Аргентина. Этот метеорит был в доме, который продали, купили. Он просто там лежал. Метеорит Брагин. Это Белоруссия, Гомельская область. Первые находки датируются 1807 годом. На этой территории было найдено довольно много различных камней. Частично они были проданы, частично они как-то гуляли. Это, наверное, самое большое падение на территории бывшего Советского Союза. Это, наверное, самое большое падение именно полоситов. Амалон. Замечательный совершенно образец. С ним связана тоже некая история. Быль где вымысел, рассказать трудно. Оленевод увидел в тундре падение метеорита, пошел в ту сторону и нашел действительно камень. Он порядка 250 килограмм, то есть это огромный образец, который был расколот от удара о землю. Было очень много рассыпавшихся осколков, много высыпавшегося оливина. Он был действительно очень свежий, потому что кору плавления на нем можно посмотреть, она черного цвета, без ржавчины, без ничего. Потом были сообщения немножечко другие. Наткнулся оленевод на этот камень случайно. Потом этим камнем заинтересовались некоторые местные люди, которые его чуть ли не отжали у него, но, видимо, падения все-таки не наблюдали. Новый Урей. Это метеорит, в котором впервые были обнаружены алмазы. Урелиты вообще содержат углеродистое вещество, в частности алмазы, и иногда в довольно значительных количествах, то есть там измеряются, в общем-то, первыми процентами, бывает, что до 5% доходит содержание углерода и где-то до 2,5% содержания алмазов. Алмазы, конечно, не ювелирные, черные, некачественные, достаточно мелкие алмазы, но тем не менее этот материал очень сложен в обработке. Очень сложно попилить, его очень сложно отшлифовать, потому что он царапает реально поверхности именно из-за присутствия алмазов. Ну и Новый Урей, то есть это имяобразующее падение. Небольшая витринка вот здесь показывает лунные и марсианские метеориты. Марсианские метеориты называются SNC. Это Шерготти, Накла и Шассини. В принципе, есть другие виды марсианских метеоритов. Есть лерцолитовый шерготит, который желтого цвета, есть ортопероксенит, есть просто уникальные какие-то вещи, типа Black Beauty, черная порода. Но кроме шерготитов, наклитов и шассинитов, все остальные метеориты фактически уникальны и представлены в одном экземпляре. Они не образуют определенную группу. Поэтому марсианские метеориты у нас характеризуются как SNC. Фактически метеоритное вещество, оно не обладает какими-то особенными свойствами, за исключением, наверное, в абритах встречаются участки, которые флуоресцентны в ультрафиолетовом свете. Вот. И вот можно посмотреть, здесь Нортон Каунти залит какой-то штукой, но все равно, тем не менее, видно, что вот отдельные пятнышки, они светятся желтым. Вот. То же самое можно увидеть на Пеня Бланка Спринг, это тоже абрит. Видно, что туда, куда
падает ультрафиолетовый луч. Он, к сожалению, через стекло, поэтому не такой яркий. И опять же через полиэтилен, что еще больше. Но тем не менее видно, что некоторые участки под воздействием ультрафиолета явно светлеют. Есть у нас также в экспозиции лунный грунт, доставленный станцией Луна-16 из моря изобилия. Вот эта вот небольшая кучка серой пыли и есть лунный регорит, такой, какой он есть. Где-то я встречался с таким довольно странным утверждением, что реголит — это стекло. Ну, можете сами посмотреть, какое это стекло. Это обычная пыль с мелкими фрагментами каменного материала. Опять же, очень часто, буквально всюду обсуждается вопрос, а были ли американцы на Луне, и действительно ли они привозили грунт. Ну, что на это можно сказать? А просто сейчас сделана довольно детальная съемка поверхности Луны. Ну, посмотрите место высадки, решите сами, были они там или нет. Все хорошо видно. Довольно большие индивидуальные экземпляры метеорита Царев, про которые я уже упомянул, что вывозили их грузовиком. Интересная история связана с метеоритом Симчан. В 1967 году при геологоразведке геолог нашел кусок железа, причем достаточно большой, порядка 250 килограмм. Привез образец, он был передан в комитет по метеоритам, был определен как железный метеорит с силикатными включениями. На место вылетел Цветков, и пока камень грузили, обычным, самым примитивным металлодетектором он нашел еще один, порядка 50 или 60 килограмм. Загрузили эти два камня и благополучно забыли до фактически 2004 года. Потом поехали ребята искать, нашли несколько образцов, привезли кусочек, распилили, и оказалось, а это же не железо, это же полосит, причем какой? Очень красивый. Таким образом, эта история получила продолжение. Есть совершенно замечательный экземпляр сихотайлинского метеорита. Часто люди спрашивают, что такое ригмаглиты. Ригмаглиты – это именно вот эти вот углубления, которые хорошо представлены на данном метеорите. Как правило, каменные метеориты ригмаглитов не имеют. Но, опять же, мы можем вернуться в самое начало и посмотреть на ориентированные наши образцы, которые эти ригмаглиты имеют, несмотря на то, что каменные. Хотелось бы мне немножечко рассказать по поводу структуры метеоритов железных. С фигурами Видманштетовой решетки более-менее все понятно, как они расположены, как они выглядят. Так выглядит Видманштет. Люди начинают говорить, вот он мне не травится, это атаксид, он просто серый и так далее. Ну вот можно хорошо посмотреть на структуру атаксита. Явно читаемая структура. На самом деле она просто микроскопическая. Волны и вот эта рябь, которая видна на данном образце, на самом деле состоит из микроскопических крестиков, которые хорошо видны в бинолупу или микроскоп. Так как метеорит падает, зачастую он испытывает колоссальные нагрузки, которые приводят к тому, что он дробится, разлетается на осколки и так далее. Естественно, структура при ударе, при сильном ударе, она деформируется. И это тоже хорошо видно на протравке, то есть можно даже посмотреть, какой стороной ударился метеорит и где ее согнуло. Как правило, травление делают раствором азотной кислоты в спирту, так называемый нитал, который приводит к довольно четкому выявлению Видманштетовой структуры. Травить можно различными способами, можно даже добиваться некоторых цветовых вариантов. Вот, например, черное травление, когда протравлена, структура подчеркнута. Это, конечно, не для научных целей, это скорее именно для демонстрационных целей хорошо. Но, тем не менее, существует такой вариант. Существует вариант цветного травления. Это не цвета побежалости, это химическое травление, которое дает вот такой вот, то есть различные балки, они окрашены в разные цвета. Вот такая необычная структура. Это тоже полосит, но только оливин здесь мелкий-мелкий и очень сильно рассеян. Это тоже метеорит Симчан. Вот такой необычный кусок. Он интересен тем, что у него полное распределение металла и оливина. Практически нету крупных кристаллов оливина и крупных металлических каких-то жил. Один из наиболее прекрасных полоситов
Это эмилак. Это эмилак, кристаллы которого обладают наибольшей прозрачностью и, можно сказать, красотой. Все.